Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Сегодня у нас 18 мая 2022 года. Многие после 16 часов, там, где хорошая погода, собираются высаживать рассаду, саженцы садовых растений и так далее. Очень много дел и с рассадой будет. А многие, где погода еще не благодатная, ожидают наш следующий агрогороскоп, о котором сегодня и пойдет речь, и не только. Как всегда, начинаем с агрогороскопа с 21 по 24 мая включительно 2022 года, время киевское. 2 дня будет убывающая луна в знаке Водолей. До вечера 22 до 18 часов 50 минут, а в 18:51 уже перейдет в знак Рыбы. Но в основном это будут энергии как раз Водолея. Ну и 22 это у нас очень сложный, снова же стрессовый период перехода Луны из фазы в фазу, в данном случае с 3-й в 4-ю фазу Луны. Ну и Луна без курса будет тоже в это время воздействовать с 10 часов 21 минуты до 18 часов 50 минут. Что можно здесь сделать? Только 21 мы можем проводить посевы тех новых сортов или посадку новых сортов, которые только созданы. Но снова же не для получения урожая, а для того, чтобы посмотреть новый сорт, провести испытание, будет ли он жизнеспособен, будет ли у него возможность противостоять заболеваниям, вредителям. Вот этот день у нас 21 мая именно для этих целей. Ну, а 22 в стрессовое время никто не сеет, ничего не делает. В Водолее никто не занимается рассадой. То есть ни пикировка, ни перевалка, ни посадка, ни пересадка. Это приводит к печальным последствиям. Водолей не для этого создан. Для цветов и комнатных цветов одинаковые задачи в это время: защита от вредителей и болезней 21-22. Поливы 21-22 не проводим, знак стихии воздуха. Это время, когда растения заняты дыханием. Естественно, без поливов и не проводим подкормочку. А вот наконец-то начинается время обрезки сада. Вот оно, 21-го можно уже смело обрезать садовые растения. Здесь и зеленые операции, или санитарная обрезка, если нужно, и выкорчевка. Ну, выкорчевка это можно в любое время проводить, а вот с обрезкой как раз очень хорошее время. И можно, кстати, проводить обрезку до 17 часов 22-го. Эта операция, она не воздействует на растения, даже при переходе Луны из 3-й в 4-ю фазу. Вот это такая особенность. Вот что можно делать. Обратите внимание, обрезка, потом у нас будет другой знак, и мы не сможем делать обрезку только через 2 дня, поэтому запланируйте себе, если есть в этом необходимость. Зеленые операции прекрасно, 21-22 только до 17 часов, затем энергии стихии воды, и это опасно для растений. Заготовки тоже можно готовить или на зиму, или же просто делать заготовки какие-то. Сделайте 21-го прекрасно весь день, а вот 22-го только до 13 часов. Квашение не проводим. Капусту по-прежнему квасят наши северные коллеги-огородники. Настойки, вот это очень хорошее время в Водолее. Рыбалку не проводим. В Водолее тоже, по мнению наших друзей рыбаков, в Водолее не проводите, не ловите рыбу. И по тому, что касается сбора лекарственных трав. Очень хорошо проводить 21-22. Но здесь очень важно понять, что вот этот период 22-го, здесь желательно очень аккуратно этот процесс делать, а вот 21-го это убывающая луна, и очень хорошо делать заготовку именно то, что находится ниже земли, то есть в земле. Корешки. Вот корешки очень хорошо в это время делать заготовку этих трав. Комнатные овощи. Здесь актуальна защита от вредителей и болезней. Ну и вот это было у нас суббота-воскресенье, не очень много дел. Зато понедельник и вторник
В рыбах уже будет луна, причем работать продуктивно будет энергия стихии воды. И в это время что можно делать? Четвертая фаза, это уже перед новолунием. Очень сложный период в плане того, что вершки здесь практически плохо растут, но зелень можно посеять. Вот зелень, зеленушку какую-то досеять, это можно сделать, если есть это, в этом срочно необходимость такая. Очень хорошо редис, редька и дайкон. Это корнеплоды, которые недолго хранятся, собрали с грядки, сделали салат или что-то еще сделали и съели. Вот это можно спокойно, смело сеять, вот эти семена. Рассада в рыбах замечательно, несмотря на то, что это убывающая луна. Это промежуточный период, но он важно сделать вот этот агроприем в хорошие снова же знаки. А рыба является хорошим знаком, поэтому пикировка, пересадка, перевалка, посадка – прекрасное время 23-24 мая. Далее, для цветов, комнатных цветов, здесь практически одинаковые виды работ. Актуальны поливы, подкормочки, пикировка, посадка, пересадка, перевалка. Все вот эти работы можно проводить весь день 23 и 24. Поливы в это время, вот это эффективное время. Стихия воды, каждая капелька водички доходит в каждую клеточку растений и приносит пользу. Естественно, подкормочки в это время, вечернее время, и по листу, и под корень будут эффективными. В саду, вот в саду, я вам говорила, обрезку проводите 22 до, желательно до 17 часов, и можно и раньше, а вот уже 23 до 4 здесь актуальны поливы и подкормки. Несмотря на то, что где-то идут дожди, проверяйте, сколько запаса влаги. Иногда очень резкие дожди, вот, допустим, в Водолее, они просто смываются и водой не воспринимаются, и земля остается сухой. Поэтому делайте всегда проверку почвы. Если она сухая, обязательно проводите поливы и подкормочки. Зеленые операции в знаке стихии рыбы не проводятся при любом виде, в любой фазе, и растущая или убывающая луна не имеет значения. Здесь не проводятся зеленые операции, и, естественно, в саду не проводится обрезка. Заготовки не проводятся, плохо продукция портится, цвет теряется и быстро портится, и качество очень плохое. Квашение тоже в рыбах не проводится, настойки тоже некачественные получаются. Вот прошу обратить внимание к тем, кто занимается ловлей рыбы. Если уже нерест завершился в вашем регионе, то вот рыбалка в рыбах на убывающей луне перед новолунием, по мнению наших друзей рыбаков, очень хороший период. Надеюсь, что вам повезет и вы получите хороший результат. Далее, сбор лекарственных трав ни в коем случае в рыбах не делаем, не проводим. Во-первых, качество самих трав. Здесь в данном случае у нас бывающая луна, 4 фаза. Это корни, они некачественные будут и, естественно, не дадут тот эффект, на который мы рассчитываем. Для комнатных овощей 23 до 4 актуальны поливы, подкормки и, возможно, пересадка или же перевалка вот этих наших растений, которые выращиваются в комнате или на балконе. Продолжаем наш выпуск. Теперь рассмотрим следующую рубрику «Луна для дома, для здоровья». Снова же в этот период с 21 по 24 мая 2022 года. Сразу же первая вот эта строка, мы хотели несколько дней назад вообще ее убрать, но у нас поступили вот такие предложения и просьбы. Сейчас наступает очень сложный период, когда очень часто горят и жилые дома, ну, пожарные просто очень много выездов для того, чтобы тушить пожары. И у нас есть зрители, которые попросили делать такую подсказку. Вот печка пусть остается печкой, но нужно обязательно подсказки, когда возможны пожары, когда очень сложно их тушить.
и нужно особо обратить внимание на этот момент. Поэтому мы сегодня вот будем и говорить о том, что с печкой какие возможности, потому что во многих регионах очень даже похолодало и продолжают топить печки и камины, поэтому мы сразу же будем отвечать на эти два вопроса. Итак, 21-22 в знаке Водолей, в субботу-воскресенье, будьте внимательны, возможны пожары. Стихия воздуха очень быстро разгоняет огонь, из искры возгораются большие костры, и пожарным приходится тушить целые дома из этих костров, будьте внимательны. Далее, тесто. Что касается теста, да, сразу же я хочу сказать по поводу огня, еще и 23-24, прошу прощения, вот этот момент очень важен, меня просили делать акценты. Да, в рыбах возможен дым, это печка или камин, здесь меньше возможностей для того, чтобы загорелся, та же искорка загорелась, превратилась в костер. Поэтому здесь, конечно, напитывается все влагой, поэтому здесь дыма много, и в то же время здесь меньше шансов загореться. Ну, снова зависит от каждого отдельного случая, но здесь вот так мы даем подсказку дым. Ну а теперь вернемся к 21-22, что мы можем здесь сделать по нашим делам домашним. Для теста Водолей актуальна добавка жидкости или минусуем количество муки, которые указаны в рецепте. Это у нас вот такая интересная вещь происходит с мукой, с тестом. Рукоделие Водолея, нет усидчивости и настроения, и качества, к сожалению, да идеи, и тем более бывающая луна. Ну вот Водолей это не для этого дела. Стрижка волос, вот можно стричь волосы, стричь ногти, убывающая луна уже. А вот красить волосы не рекомендуется. В это время сильно сжигаются, особенно если это химическая краска, сжигают волосы. Будьте внимательны. Далее, мытье волос прекрасно пройдет. Постарайтесь помыть волосы 22, потому что несколько дней, пару дней это точно нельзя будет мыть. И мы сейчас об этом будем говорить. Уход за кожей в знаке стихии воздуха. Клеточка занимается дыханием, не воспринимает и влагу, и какие-то другие вещества, поэтому уход за кожей в эти дни не, по крайней мере, моем, умываемся, можем даже кремом намазать. В это время вот эти специальные питательные крема, они не дают того эффекта, который вот в ближайшие дни можно будет использовать. Очистка кожи у нас началась уже в этот период, продолжается. Ремонт Водолея прекрасное качество, проветривание вещей. Кстати, будьте внимательны, обычно дожди идут в знаке стихии воды, но сейчас лето, и очень часто в знаке стихии воздуха тоже прилетают в различные регионы вот эти тучки, которые заливают дождем. Бывает такое, поэтому будьте внимательны, если хорошая погода, тогда проветривайте. Если дождь, кстати, в это время может Водолей очень быстро меняться погода, будьте внимательны. Стирка некачественная в это время, поэтому не рекомендуется. Уборка тоже некачественная, начало инкубации не начинаем, не делаем вот эту важную работу. А теперь рассмотрим вот эти 2 дня, понедельник, вторник, когда Луна будет находиться в знаке Рыбы, и это 23 и 24 мая. Тесто в это время ведет, поэтому здесь мы увеличиваем количество муки или уменьшаем количество жидкости. Рукоделие замечательно в рыбах получается, усидчивость, какие-то идеи новые, проекты появляются. Занимайтесь, очень хорошо все получится. А вот что касается сейчас стрижки волос, стрижки ногтей, покраски волос и мытья волос, это все у нас одним словом нет. Качество плохое, волосы очень страдают в это время даже от мытья, поэтому это пропускаем. Вот 2 дня у нас выходной для этих дел.
Вот уход за кожей, влажность, питается, каждая клеточка принимает с радостью вот эти влажные питательные вещества, поэтому используйте 23 до 4 для этих целей. Очистка кожи у нас продолжается. Вот что касается ремонта и проветривания вещей снова же нет, потому что это время стихии воды. Качество ремонта отвратительное, щетки остаются, не сохнет, и вещи становятся влажными, и мало того еще и притягивает различные запахи. Стирка, вот я и написала, генеральная, вот в рыбах, при убывающей луне, в 4 фазе, генеральная прекрасная стирка. Уборка тоже генеральная проводится. Ну вот начало инкубации, к сожалению, еще нету. А я напомню, что у нас конец, с 25-го это уже будет несколько дней, именно для начала закладки куриных яиц на инкубацию. Но это нужно подготовиться к 25 числу. Пока что у нас здесь выходной в этом важном деле. А теперь рассмотрим рубрику «Луна для здоровья», для нашего с вами здоровья. Итак, 21 и 22 мая Луна будет находиться в знаке Водолей, и вот эти дни будут находиться в знаке стихии воздуха, под воздействием стихии воздуха. И в это время уязвимы ноги, а именно лодыжки, голеностопные суставы, а также икры, мышечная система, нервная система, кровообращение, сосуды ног, а также сердечно-сосудистая система. Я уже на себе испытала и знаю, что в это время нужно быть очень внимательным к ногам. Часто бывают судороги икроножных мышц, а также бывают боли по ходу седалищного или бедренного нерва, особенно в области голени, а также тромбофлебиты. Все органы, которые уязвимы в период Водолея, мы их только что назвали, нельзя на них проводить операции. Зато в это время благоприятно проводить операции, а также лечение и программы восстановления сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни сердца, аритмии, стенокардии, гипертонии. Кстати, в это время эффективно проводить профилактические мероприятия по недопущению инфарктов и брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, а также болезней сердца и суставов. Ну и очень эффективны в это время нетрадиционные методы лечения. Следующий период, на который нужно обратить внимание, это 23 и 24 мая, когда Луна будет в знаке Рыбы. Здесь уязвимы ступни ног, кровеносная, лимфатическая система, эпителиальная ткань, система обращения жидкости. При нахождении Луны в знаке Рыбы нельзя проводить любые операции. Будьте внимательны, любые операции. Уязвимы в это время кровеносная и лимфатическая системы. Это основа нашего организма. Любые хирургические операции подвержены усиленному кровотечению. Также это самое неудачное время для постановки диагнозов, для трактовки результатов различных анализов, а также для сканирования различного. Будут обязательно ошибки и искажения, поэтому будьте внимательны. Не используйте это время для того, чтобы определить диагноз. Есть угроза в это время отравления лекарствами и алкоголем. Прежде чем завершить рубрику о здоровье, о том, на что нужно обратить внимание в этот обозреваемый момент, я хочу ответить на рекомендации, просьбы нескольких наших зрителей, которые просят наперед, на целые месяцы составить график протезирования зубов, проведения различных операций. Для того, чтобы вы поняли важность этого важного заключения, я считаю, это очень серьезная вещь, я приведу вам просто пример. Вот 2 человека, 2 бригады попадают на операции.
Вот есть операционные и одинаковые. Я просто свидетель и участник вот этих операций. 2 операции. Одинаковые абсолютно. Один человек, одна бригада, вот одному человеку делает очень быстро операцию и быстро выходит из наркоза один человек вот этот и замечает за тем, что происходит в другом помещении, слышит о том, что нужно запускать сердце. И этому человеку начинают запускать сердце, приводят в чувство, но на это понадобилось какое-то время и усилия. Почему так происходит? У каждого из нас есть отдельная своя судьба. И сегодня вам всем подряд говорить, что вот вы должны в это время или рвать зубы, или протезированием заниматься, или идти на операцию. Есть такая штука карма. И есть такая штука натальная карта. Так вот, если вы хотите лично для себя определить, что вам лучше, когда делать, какую операцию или не делать, обращайтесь к профессиональным астрологам, которые составляют натальные карты. Они вам подскажут, когда вам лично лучше этот прием, какую-то операцию нужно сделать. Это будет очень важно и полезно для вас индивидуально. Я такими делами не занимаюсь. Я просто подсказываю общие тенденции. Но эти общие тенденции не всегда подходят для каждого человека. Каждый должен еще сам определять и знать, что и когда ему нужно делать. Я думаю, что я вам объяснила, и я не буду делать таких различных обозрений по поводу проведения операций конкретно каждого человека, потому что это, кстати, карма, которая мне не нужна. Это ваша карма. Занимайтесь своими кармическими делами самостоятельно. Оплачивайте астрологам профессиональным, задачу ставьте, и они вам это сделают. Они этим занимаются основательно и посвятили этому делу и обучение, и у них именно это направление. Ну а это Раиса Горяченко, Александр Волик. Мы очень любим землю, мы любим свой сад, любим грядки, любим растения и занимаемся с 1999 года тем, что мы стараемся сделать возле своего дома вот этот прекрасный райский сад, где нам будет хорошо. Изучаем все эти вопросы по поводу агроастрологии и делимся уже имеющимся опытом и знаниями. А это своеобразное направление, область, в которой мы уже разбираемся. И тем более сейчас мы новые испытания проводим, новые интересные энергии идут, и мы готовы вам уже через год-два предоставить абсолютно новые, интереснейшие данные, пока изучаем это все, и далее будем в этом направлении работать. А общие тенденции, они известны. Медицинская астрология – это очень сложный и очень ответственный момент в жизни каждого астролога. И обращайтесь, пожалуйста, к профессиональным астрологам, они вам помогут лично. Ну а что ж мы? А мы прощаемся с вами в прекрасном настроении, замечательная погода. Хорошо все цветет, растет, ароматы такие необыкновенные. Мы делимся с вами вот этим прекрасным настроением, солнечным настроением. Отправляем всем и каждому свет божественной любви в каждое сердце. И желаем мира вашему дому. Будьте все здоровы. И до новых встреч на нашем канале.